Молодая пара гуляла вдоль берега небольшой реки. Они неспешно шли по высокой траве, разговаривали и наслаждались теплым вечером. Внезапно девушка резко остановилась и испуганно вскрикнула. В нескольких метрах от них лежало существо, которое сначала показалось мертвым. Это была лошадь, вернее, то, что от нее осталось. Животное выглядело настолько истощенным, что больше напоминало скелет, обтянутый кожей. Ребра выпирали наружу, шерсть почти отсутствовала, а тело покрывали многочисленные корки и воспаления. Парень осторожно подошел ближе. В этот момент произошло неожиданное. Лошадь едва заметно пошевелилась. Девушка в ужасе отступила назад, а молодой человек застыл на месте. Через несколько секунд животное с трудом приподняло голову и тихо фыркнуло. Стало ясно, что оно еще живо. Подойдя ближе, парень увидел, насколько тяжелым было состояние лошади. Она почти не могла двигаться. Ее глаза были воспалены, дыхание оставалось слабым, а тело выглядело полностью обессиленным. Казалось невероятным, что она вообще сумела дожить до этого момента. Молодые люди понимали, что самостоятельно помочь не смогут. Они вспомнили о небольшой конюшне в соседнем селе и связались с ее владельцами. Услышав описание состояния животного, хозяева немедленно отправились на место. Когда они увидели лошадь своими глазами, то были потрясены. За годы работы с животными им приходилось сталкиваться со многими случаями, но такого истощения они еще не видели. Самостоятельно подняться лошадь не могла. Пришлось собирать добровольцев. Несколько мужчин осторожно перенесли животное на прочном полотне и погрузили в специальный прицеп. Затем ее доставили в конюшню, где уже ожидал ветеринар. Осмотр показал, что лошадь находится на грани жизни и смерти. Она страдала от сильнейшего истощения, кожного заболевания и множества сопутствующих проблем. Организм был настолько ослаблен, что врач не мог гарантировать благополучный исход. Тем не менее, команда решила бороться за ее жизнь. Первые недели превратились в настоящий круглосуточный уход. Лошади ставили какельницы, обрабатывали пораженную кожу, давали лекарства и специальные питательные смеси. Из-за проблем с зубами и общего истощения она почти не ела самостоятельно. День за днем люди находились рядом. Владельцы конюшни приходили даже ночью, чтобы проверить состояние пациентки. Постепенно лечение начало приносить результаты. Воспаление кожи уменьшилось, раны стали заживать, а у животного появился аппетит. Через некоторое время лошадь начала узнавать своих спасителей по голосам. Когда кто-то заходил в денник, она тянулась мордой к знакомым рукам и спокойно принимала все необходимые процедуры. Однако впереди оставалась еще одна серьезная проблема. Из-за долгого лежания и крайнего истощения лошадь не могла встать на ноги. Мышцы почти утратили силу. Для восстановления требовались ежедневные тренировки. Владельцы придумали специальную поддерживающую конструкцию из ремней и плотной ткани. С ее помощью животные постепенно приучали снова стоять. Каждый шаг давался с огромным трудом. Иногда для занятий приходилось собирать нескольких человек. Но никто не собирался сдаваться. Спустя месяцы терпеливой работы появились первые успехи. Сначала лошадь смогла удерживаться на ногах несколько секунд. Затем начала делать осторожные шаги. Позже уже самостоятельно передвигалась по двору. Тем временем ветеринар решил еще одну проблему. После обследования глаз была проведена операция, которая позволила значительно улучшить зрение животного. Мир вокруг снова стал для нее четким и ярким. Постепенно лошадь превратилась в совершенно другое существо. На ее теле появилась здоровая шерсть, бока округлились, а взгляд стал живым и любопытным. Она познакомилась с другими обитателями конюшни и быстро нашла с ними общий язык. Лишь редкие следы на коже напоминали о том, через что ей пришлось пройти. Однажды хозяин вывел ее на просторный луг. Лошадь долго вдыхала запах свежей травы и смотрела вдаль. Затем уверенно побежала вперед. В тот момент трудно было поверить, что когда-то ее нашли практически умирающей среди высокой травы.